Прям сегодня четко, прям по времени. Как сказал вовремя, так и сделал. Это прекрасно. А знаете почему? Потому что сегодня, как день начнешь, так он дальше идет. Замечали такое? Прям с утра. Встал сегодня, в принципе, достаточно поздно сегодня. Встал 8:30 аж. Вот. Ну, зато принял душ, постригся, выпил чашечку кофе и демонтировал. Таки демонтировал я видео с ответом на вопрос, как не бояться драться. Вот такой вопрос. Нам задавал его наш зритель The Пацан на вопрос, как не бояться, все-таки я решил ему ответить. Это видео я сделал в таком новом формате. Кстати говоря, зацените его, зацените. Оно будет на следующей неделе, в воскресенье, да? Там еще надо подработать, доработать, оптимизировать, картиночку для превьюшки продумать. Вот, это видео получилось гораздо шире, так немножко философски, о самообороне, в общем, да, а чего стоит на самом деле бояться, а чего не бояться. В общем, и сделать с такими вставками, интересными иллюстрациями, видеоиллюстрациями, да. Потому что я там рассказываю, что ждет этих драчунов, бакланов, чем они жизнь заканчивают. В общем, такой немножко воспитательного характера Максим Викторович воспитывает в этом видео. Вот, так что смотрите, новое видео, размышления Максима Викторовича на тему «Как не бояться драться». Или вообще, как не бояться, да? Окей? Так, что еще вам пока расскажу, пока народ собирается. Сегодня я буду рассказывать про фильм, который я посмотрел недавно, и он мне очень-очень понравился. Я считаю, что это прям чисто боевое кино. В нашу тематику очень подходит. Фильм называется «Любовь и монстры». Вот об этом мы сегодня разберемся, ребят. Что за фильм, расскажу, как я его понял, потому что я это понял кино очень, так сказать, с точки зрения тренерской, с точки зрения педагогики, с точки зрения психологии и уверенности. Ну, вот все наши темы, да? Через призму самообороны, скажем так. Вот, и я вам его порекомендую и расскажу. А пока рассказываю, как начался мой день. Ждем, пока люди соберутся. Сегодня у нас эксперимент. Обычно я эфиры проводил по субботам. Сегодня я решил провести его в воскресенье. Посмотрим, что из этого выйдет. Прошлый эксперимент у нас был, да, тоже экспериментальный стрим у меня был во вторник вечером. Потому что в 12, в час, два, тут еще некоторая путаница возникла со временем, да. То есть у нас на 2 часа раньше. Нет, позже. Короче говоря, смотри, сейчас у нас в Словакии 15 часов, да? Соответственно, в Москве 16 часов. Так? Вот. А раньше было у нас, недавно перевели часы, и раньше, если бы у нас было 15 часов, то в Москве было бы 17 часов. То есть на 2 часа разница. Теперь разница на час. Так что Россия все ближе к Европе. Видите, уже разница на час. Поэтому вот так, такая вот у нас пертурбация. И теперь я решил сделать, ребята, специально для того, чтобы, ну, вы были свободны от работы, могли спокойно со мной пообщаться. По вечерам делать. Во вторник, будний день, после работы, например, да, часиков так в 6, в 7, в 8. Будем экспериментально устанавливать это, так сказать, точную дату, точное время, точнее. И по воскресеньям, потому что на воскресенье вроде как выходной день. Вот, у нас здесь в Словакии Христос родился, воскрес в смысле, воскрес, да, не Рождество, а он воскресе, Пасха, короче говоря, только такая католическая. У православных, я так понимаю, это будет 2 мая. У православных, я так понимаю, это будет 2 мая. Но, тем не менее, Богу уже не жалко, правильно, он может этих праздников устраивать. И сколько надо, столько и воскресать. Ну окей. Что я сегодня сказал? Что стало 8:30, попил кофеечек, демонтировал новую видюшку. Ответ за пацан. Правда, получилось все так немножко больше шире, больше философски. Как я вообще отношусь к драке, что такое самооборона с моей точки зрения. А чего стоит бояться на самом деле, а чего не стоит бояться, может быть. И вообще бояться это нормально? Или это ненормально? Про судьбу бакланскую. То есть я вообще так сказал, бакланский. Баклан это драчуны. Вот эти вот люди, которые в криминальном мире, ну, такие, в общем-то, бойцы торпеды, которые в криминальном мире, ну, такие, в общем-то, бойцы торпеды. Гедеон Пелюгин здесь, привет. Привет, Гедеон. Как дела? Как поживаешь? Как жизнь молодая? В общем, будет интересно. К тому же я попробовал вот в новом этом формате себя, говорящей головы. Мой рассказ сопровождается различными иллюстрациями, да, такими футажами называется. И вот такие поучительные истории я буду рассказывать. Если вам понравится,
ставьте лайки, пишите комментарии. Буду в таком же формате делать периодические видео. Ну, такие, знаете, как это, размышления, да, беседы, поучительные истории. Ну, что-то в таком духе. Максим Викторович воспитывает. На Оскара. И получил там, кстати говоря, по-моему, там премии. Какие-то он получил. Ну, фильм шикарный, хороший фильм. Он свеженький, новенький. Но такой, знаете, традиционно классический такой вот в плане приключенческого фильма. Расскажу. Сейчас народ соберется. Вот уже 3 человека. Пока, так сказать, пойдет реклама, информация о том, что я начал. Потом что, отвечу на ваши вопросы. Обязательно, ребята. Сначала про фильм расскажу, отвечу на ваши вопросы. Поделюсь новостями канала, когда чего выходит. Уже делюсь, в принципе, да. Когда будут стримы выходить, когда будет новое видео выходить, в каком формате. Что-то еще. Комментарии прочитаю здесь у меня на канале в творческой студии. Тут же отвечу, потому что еще не заходил. Что еще? Ну, вот так. Гедеон Пилюгин. Конечно, это круто. Гедеон Пилюгин пишет, скажи, пожалуйста, как ты относишься к женщинам-качкам? Никак, мне не нравится, честно говоря. Не нравится. Гедеон, не симпатично. Так, чат снова доступен всем. Отправлять сообщения в чате могут все пользователи. Друзья, отправляйте вот здесь, вот пишите вопросы, просто хотя бы ставьте плюсики или какие-нибудь лайкосики или какие-нибудь смайлики, чтобы я видел, что вы смотрите, что вы есть, что вы здесь. И как бы вот я своего подписчика хочу видеть. Потому что все то, что здесь происходит, это, блин, происходит, в общем-то, для вас. Да? Прямые эфиры теперь я попробую вести по вторникам и воскресеньям. Вторник в будний день, поэтому вечером. А воскресенье, вот сегодня выходной день, поэтому днем. Ну, как-то вот так я решил. Давайте пробовать, давайте смотреть. Может быть, это всех устроит, поэтому будем в таком формате двигаться. Так, по поводу вот что-то Максим Викторович воспитывает, да, буду немножко переформатировать. Как вы думаете, друзья? Вот, допустим, Макс Степанов, наверное, я уже не похож на Макса Степанова, на того, да, живчика, задиру, молодого, по весу. Вот, как-то уже немножко не аутентично. Поэтому Максим Викторович, наверное, будет больше подходить, и я буду тоже менять формат в плане того, что я смотрю уже в комментариях, меня там и стариком называют, и дедом, и как-то вот так. Поэтому, ну, блин, со стороны виднее неправильно. Поэтому буду я Максимом Викторовичем, окей. Почаще буду использовать имя, отчество, чтобы это было все аутентично, органично. Вот так, не такой уж я уже живчик. Что сегодня еще, пока народ собирается? Потренировал мальчишку, погонял мальчишку, там подержал ему лапы боксерские, скакалочка, теннисный мячик, пятнашки, ну, в общем, всякие разные упражнения и больше из боксерского такого набора. Потом с сынишкой, сын пришел, побежали кросс, побегали, а пока сына ждал после тренировки, посмотрел видео моего любимого коллеги из Украины, Павел Крепче Стали, канал Крепче Стали. Рекомендую, очень рекомендую, классный канал. Вот, посмотрел видео, которое называется топ-3 бросков на улице. Ну, таких уличных бросков. Павел рассказывает, как бы, то, что он, как ему видится, что наиболее практично или популярно, не знаю, да, какие броски на улице. И показывает 3 броска. В принципе, в целом, классное видео, как обычно, все у него супер, с юмором, задорно. Вот, и очень классно. И подумал я, а может быть мне тоже как-то, ну, тоже сделать на эту тему какие-то видосики, как вы думаете, дорогие мои зрители? Ну, не то чтобы топ там 3 или 5 бросков на улице, а я даже подумал так, пока бежал кросс, 20 минут у меня было время поразмышлять, то есть бежишь, размышляешь, очень хорошая погода у нас сегодня, да, солнечная, и вот бегу и размышляю, думаю, какое же мне такое видео сделать, ну, чтобы вот про броски там, и знаете, какая идея пришла? Идея пришла такая, что я же в детстве сам какие-то броски делал, ну, то есть в каких-то реальных ситуациях, какие-то конфликты, какие-то драки, какие-то стычки, стрелки, вот эти все вещи. Вот, и стал я вспоминать, я вспомнил детство, и вспомнил 1 класс и заднюю подножку в столовой, и вспомнил заднюю подножку ту же, обычно на правую ногу почему-то я делаю, да, на правую ногу. А в 6 классе, или в 5 или в 6 классе, когда я защищал учительницу математики, и вспомнил бросок, ну не бросок, а называется стягивание за воротник. Это когда меня вывели после, точнее не вывели, ждали меня после школы. Ну, этот парень, который бросил задней подножкой, и потом он меня ждал после школы со своими ребятами постарше, старшиками. И там мне уже приходилось его другим бросочком немножко стягивать вниз и закрываться, и вести переговоры, так сказать, из-за его задницы вот так вот.
Потом я вспомнил, что вот недавно рассказывал про кав-кик, а ведь, собственно-то, я вот этим лоу-киком, да, это же, ну, прекрасный бросок, реально работает. То есть все, что я когда-то применял, и каким-то образом люди падали, да, от моих движений, там, сваливания, броски, как хотите так называть. То есть это было вообще не обучено, это было в детстве, и раз это у меня получалось, то есть тогда это и вы можете сделать, понимаете? То есть если, ну, это может сделать ребенок, этот бросок может сделать даже ребенок. Что тут такое название, мне видите? Вот если интересно, ставьте там вот такие, ну, не знаю, такие вот такие, или вот такие плюсики, не знаю. Окей? Я сделаю эту видюшку. А вот случай еще был, вспомнил, в 7 классе, когда в деревне летом нарвались мы на двоих амбалов, дембелей, мутантов. Вот, они нас догнали на мотоцикле. Ох, ночью, когда мы уже домой почти пришли. Вот, и я там одного мужичка прям, ну, завалил, просто сломал его нафиг. Сломал его вертикаль власти, ну, нафиг. Ну, в общем, я-то это сделал в детстве, в подростковом, так сказать, возрасте. Значит, бросок работает, работает. Понимаете? Вот такая тема. И потом, так сказать, вот сравним. А так, Павел, крепче стали. Рекомендую канал, ребят. Тоже классные видосики. Так, что еще? Ну что, пора начать про фильм рассказывать. Сейчас посидел дома в лавандовой ванне. Жена приготовила, респект. И даже немножко прям вообще так чувствую себя очень таким расслабленным, таким спокойным. Рекомендую, друзья. Наливайте ванну после тренировочки, после пробежки, да, там кроссик пробежали. Потом мы сделали с сыном 2 подхода отжиманий, подтягиваний. И потом ванна с лавандой. Классно, прям расслабляет. Шикарно. Так, ну что, переходим. Давайте, кто у нас тут в чате есть, кого нет. Начинаю я рассказ про кино. Макс, привет. Смотрим, слушаем внимательно. Так, сейчас начну. Он, гражданин сам пишет мне. Так, Гедеон Пелюгин, но мощный мужик. Павел Никачок. Павел Никачок, кстати говоря. У него нормальная фигура бойцовская. У него бойцовская фигура в жизни. Так, значит, про женщин-качков Гедеон спросил, я ответил. Давайте, сейчас я быстренько отвечу, потом расскажу про кино. Классное кино, вам понравится. Рекомендую всем. «Любовь и монстры». Почти как «Любовь и голуби», да? Но здесь монстры. И голуби в этом фильме, они могли бы стать монстрами. Ну, я сейчас расскажу. Фильм фантастический. Гедеон Пелюгин пишет, скажи, пожалуйста, какую травму ты получил самую жесткую? Протрузия, наверное, самая жесткая, это поясничный отдел, когда я травмировал вот именно поясничный отдел, когда травмировал позвоночник. Вот это самое жесткое. С этими становыми тягами, может, поэтому я ненавижу бодибилдинг. Вот где кроется, так сказать, причина моего этого нелюбви. А так, ребра ломал, ключицу здесь вот ломал, 3 ребра сломаны. Там много чего, что даже не припомнишь. Жив, здоров, я смотрю, слушай, Мартин. Сейчас начну. Гедеон Пелюгин, я понимаю, раньше много камнями кидался, когда меня кидали. У тебя есть тачка? Вот еще раз. Вера Соколова, здрасте. Этот вопрос уже был в прошлом эфире, я ответил на него уже тогда. Нет у меня тачки. Я так понимаю, что Вера Соколова это какой-то такой проходящий по всем стримам, наверное, персонаж, который пишет везде один и тот же вопрос и, не дожидаясь ответа, уходит в другой стрим, да? Ах, Вера Соколова. Просто прохожая девушка, да? Так, Гедеон Пелюгин пишет ужас. Окей, друзья, все, начинаем. 14 минут разогнали, размялись. Я рассказал вам, как я провел сегодня день до этого момента. Теперь рассказываю про кино. Кино называется «Любовь и монстры». 2020 года этот фильм, свежий. Давайте даже я вам сейчас прочитаю из Википедии прям конкретные данные, да, об этом фильме. Обложечку вы можете увидеть на превьюшке этого моего стрима. Итак, «Любовь и монстры». Love, Love and Monsters. Американский постапокалиптический приключенческий фильм режиссера Майкла Мэтьюза. Фильм вышел 16 октября 2020 года на видео по запросу и в некоторых кинотеатрах. То есть фильм свежий. Он был, так сказать, на Оскар там номинирован, что-то даже получил. Я его смотрел как в детстве, прям, ну реально приключения, но плюс эти приключения происходят в некотором, так сказать, будущем, возможно, даже очень близком к нам будущем, происходит апокалипсис на Земле. И что происходит?
самая вот интересная штука происходит то, что человек, который был всегда, ну, долгое время на вершине пищевой цепочки, он опускается вниз, потому что все остальные зверушки, там тараканы, блин, какие-то крысы, жабы, в общем, насекомые разные, змеи. Причем эти зверушки, которые стали мутантами, стали большими в размерах, они стали реально, конечно, опасными. Ну, представьте себе, там, не знаю, там, кузнечик, блин, который, ну, там, огромный, или какая-нибудь жаба там вот такая. Реально монстрище, чудо-юдо. И вот эти чудища, они заполонили всю планету, стали, значит, пожирать людей. Произошла какая-то там война, какие-то катаклизмы, что-то, ну, в общем, понимаете, всякая херня токсичная. И людям пришлось уйти, ну, кто куда смог уйти. Кто-то в гору ушел, кто-то, значит, спустился под землю в какие-то пещеры. Вот где наш главный герой, короче говоря, и появляется. Рассказывает он в виде мультипликации, рассказывается предыстория, как все это произошло. Кстати, вот такая вот интересная такая мультипликационная история, как все произошло. И они, значит, в этом подземелье находятся. Ну, то есть их община, те, кто выжил. И вот мы видим молодого человека, которого зовут Джоэл. Джоэл. Ну, сколько ему там лет? Наверное, лет 15-16. Сидит, значит, в этом подземелье. Собственно, ничем особо не занимается, потому что он очень пугливый. Но у него есть на то причина, у него есть психологическая травма, которую он получил в детстве, когда родители его вместе с ним спасались. В общем, он один выжил. Вот, и на его глазах его семья погибла. И, короче говоря, у него этот стресс остался, и он такой очень пугливый, чуть что, он сразу замирает в ступоре. Как раз фильм про то, что, ну, как бы стать увереннее, вот, про страх, как не бояться драться, вот это все, очень полезный фильм. Поэтому за пацан, если ты увидишь этот фильм, посмотри этот фильм обязательно. Очень полезный. И все, в общем-то, окружающие его, ну, его племя, да, сородичи, там, община, они понимают и знают, что, ну, такая слабость у него есть, у этого парня, у Джоэла. Поэтому они никуда, собственно, его, ну, на разные, так сказать, темы не берут, на всякие движники. А он занимается там в основном радио. То есть, ну, парень волочет, так сказать, в радиосвязи. Это, кстати, очень полезная вещь, связист. И что он еще? И он хорошо рисует. То есть он все зарисовывает, записывает. То есть, видите, такую, как бы, познавательную, да, такую деятельность. Что он еще умеет? А еще он умеет что-то готовить. Ну, короче, такой повар-кулинар, связист-телефонист, радист. И, собственно, вот это вот его, так сказать, функция на этом заканчивается. Но как-то раз он по радио услышал голос своей одноклассницы, которую он ее любил, у которой, ну, у них были отношения, какие-то начинающиеся отношения. Вот. И он такой, типа, решил, все, блин, надо выходить наружу. А наружу страшно. Наружу нельзя выходить. Наружу очень страшно, потому что там были монстры, мутанты, они все жрут. Они уже лезут, кстати, в это подземелье, они пробивают через разные щели в эту норку к людям. И поэтому там вроде бы и безопасно, но как-то уже тревожно, потому что и наш молодой герой решается пойти и отправиться в это приключение к своей, так сказать, возлюбленной. Ну, хотя прошло уже 7 лет, между прочим, да, между прочим, 7 лет есть какие-то сомнения по поводу того, что затея как-то слишком, ну, такая устаревшая, да. Тем не менее, 150 километров, в общем-то, несколько суток идти до этого места, где он находится. Но, тем не менее, он решается, все, его там отправляют, дают ему всякие советы, дают ему карту, там, в общем, все ему напутствие, наставление. И он выходит наружу, и тут начинается как раз приключение. Само название фильма, вот это хотел бы объяснить, «Любовь и монстры». Это очень прям, ну, глубокий философский смысл. Потому что любовь, что в этом фильме любовь, что является любовью, где она, эта любовь? Вот. Она же не только к женщине, ну, точнее, к девушке, которую он любит, одноклассницы, там, да, ну, то есть это нормальная, так сказать, женщина, ну, одноклассница, детская любовь, первое чувство, влечение, это нормально. Но то вообще идет любовь к жизни, любовь к знаниям, любовь к свободе. Вот этот фильм, в принципе, о свободе. То, что можно, конечно, сидеть постоянно в норочке, никуда не высовываться, тихо, ровно сидеть на жопе, блин, и типа с тобой ничего не случится. А здесь это любовь, которая пересиливает страх, понимаете? Вот вам еще один инструмент борьбы со страхом, как стать увереннее. Вы должны любить. Не обязательно кого-то, вы должны любить себя хотя бы, да, вы должны себя любить, уважать. И наш герой, конечно, испытывает с этим какие-то трудности, там, да, потому что, ну, и психотравма, и он видит отношение окружающих к нему как, ну, такой недоверчивый, да, типа, да, сопляк, ничего ты не можешь, типа, там, толка от тебя никакого нету. Вот, но, тем не менее, вышел он на улицу, жизнь полна опасностей, но у него есть любовь, и эта любовь его зовет, и она больше страха.
И потом он начинает эту любовь переносить на весь окружающий мир. Несмотря на то, что он опасный, несмотря на то, что он там ужасный, в этом мире много прекрасного находится то, что ну, действительно достойно любви, достойно нашей любви. Это наши спутники в жизни, это наши учителя. Ему попадается там пара людей, один мужчина и маленькая девочка со своими историями, да, там тяжелыми. Они его обучают, по сути, выживать на улице. То есть, как стрелять, как готовить, как чего там съесть, в случае чего, если вдруг что-то случится. Как природа, где опасные растения, где растения не опасные. То есть, очень, они, в принципе, его выручают, они его из ямы там вытаскивают. И, ну, вот это вот реально любовь, понимаете? У него просыпается всех этих монстров зарисовывает. То есть, что такое монстры? Вот название этого фильма, как они проявляются в фильме, и как они проявляются в нашей жизни. Монстры — это не только те зверушки, которых мы угнетали, унижали долгое время, да, в истории, да и сейчас продолжаем уничтожать и жрать их. Но эти монстры, это и наши страхи, понимаете, это наши страхи, наши слабости, наша лень, наша прокрастинация. Это наши какие-то завистники, какие-то враги, такое тоже может быть. Поэтому название фильма просто идеальное, просто идеальное. Ну что, ребят, так, фильм, что вам еще рассказать про этот фильм? Поэтому о мужестве фильм, о становлении характера, о пути из мальчика в мужчины. Название говорящее про любовь к свободе, к знаниям, к развитию, к спутникам жизни, к учителям, к миру, который хоть и опасен, но прекрасен, и что надо вылазить из своей скорлупы или пещерки, где вы там прокрастинаторы засели со сборником стихов Бродского. Помните, как у него «Не выходи из комнаты»? А тут надо выходить из комнаты, потому что не выходить, конечно, тоже выход. Ну, такое, сами знаете, про зону комфорта, и что рано или поздно придут к вам, сожрут эти монстры. Если не снаружи, так и изнутри вас сожрут ваши личные монстры. Все эти страхи внутри, все вот это вот, тревога, понимаете? Поэтому нужно делать, бояться и делать. Поэтому как не бояться? Нужно просто начать действовать. Вот и все. Нужно понять, к чему вы стремитесь. И что для вас в приоритете, что для вас важнее. И тогда этот страх, он станет каким-то таким, ну, как бы он будет присутствовать, он не исчезнет никуда, но просто вы посмотрите на него под другим углом. И главное, у вас будут силы, чтобы этот страх преодолевать. Вот и все. И не один раз, а постоянно и многократно. То есть не бывает такого, что один раз страх преодолели и больше не боитесь. Это дело регулярное, постоянное, потому что страх, в принципе, это, ну, естественный инстинкт самосохранения. Главное, чтобы глаза у него не были очень велики, и тогда вы сможете дальше продолжать двигаться и развиваться. Вот об этом фильм. Про интересную деталь. И стали реально опасны для человека, потому что они стали очень большие. Прям монстры, гиганты. И все те, кто был внизу пищевой цепочки, наверху которой долгое время был человек, самое наглое, кстати говоря, жестокое, коварное животное, это человек, который угнетающий всех остальных и всю природу. Вот так. Хорошо высказался вот в тезисах по поводу этого фильма. По поводу этого фильма Андрей Костенко, это мой френд в Фейсбуке. Знаете, что он сказал? Да, вы, наверное, может, во вкладке сообщества читаете мои сообщения, мои новости. Вкладка сообщества, ребята, на канале. Это для того, чтобы я делился с вами какими-то новостями, а вы могли тоже их там лайкать, либо комментарии написать, либо какие-то даже вопросы там задавать. Итак, что Андрей написал про фильм «Любовь и монстры»? Написал: бесподобный фильм. Можно смотреть всей семьей. Кстати говоря, да, для семейного просмотра. Легкий и полезный. И тезисы. Понять что-то о человеке можно только в его действиях. Абсолютно, абсолютно точно. Второе. То, что тебе говорят, и образ, который сложился в глазах окружающих, даже очень близких и любящих тебя, не обязательно правда для тебя. Вы подумайте, это очень, очень точные слова. Третье. Когда есть цель, придет и решимость ее реализовать. Это прям, ну вот реально магия какая-то. То есть вот вы думаете, что нету сил, нету, так сказать, ресурсов, не могу. Значит, пока нет цели просто и все. У вас внутри пока не все
не все прояснилось. Вот и все. На самом деле, вы этого, может быть, даже это не ваша цель, возможно. То есть есть такая, в принципе, достаточно жесткая концепция, то, что если вы чего-то не достигаете, то оно вам, ну или не собираетесь достигать, прокрастинировать, откладывать, оно вам не нужно. Вот и все. Просто. Дальше, четвертый тезис. Важно иметь хорошего наставника в пути. Это очень важно. Потому что, ну, так бы его сожрали, этого. У него сначала был наставник в виде собаки, кстати, у главного героя. Там у него вначале первый друг это был собака, конечно, да? То есть она его спасла от жабы, которая хотела его сожрать. Вот. И он там подружился с собакой. То есть его первый опыт общения с кем-то в этом жестоком, хаотичном мире, который, ну, в общем-то, очень угрожающий мир, он опасная среда. В этом фильме как раз этот момент очень присутствует хорошо. Его отметили там. Этот фильм, ну, не детский, наивный, да? То есть парень стремился к цели, но достигнув этой цели, он понял, что эта цель, она уже устарела. Ну, конечно же, было некоторое такое, как бы, разочарование, но тем не менее, важнее не достичь цель, а то, каким ты стал на пути к ней. Потому что пока ты идешь к этой цели, ты меняешься. Ты как бы остаешься тот же самый, потому что, ну, по паспорту вы тот же самый, имя, фамилия и так далее. Но с течением времени, и когда это время насыщено разными событиями, разными вызовами среды, разными уроками, разными размышлениями, понимаете? То есть реально события, которые меняют вас, то вы тоже меняетесь. Невозможно сидеть в комнате или на диване и стать, ну, разве что диванным воином, да, можно стать. Но чтобы как-то поменяться, вы должны выбросить себя, блин. Понимаете, выбросить, родиться в свет, родиться в мир и принять все это. Там есть, кстати, хорошее выражение. Я даже в Фейсбуке сразу записал, как фильм посмотрел, я поделился в Фейсбуке. Ну, ребята, говорю, вот такой фильм, посмотрите. И там учитель этого нашего героя говорит такую фразу. Типа, инстинкт... Нет, так не смогу повторить. Сейчас я Facebook открою, друзья, потому что там я точь-в-точь ее записал. Прям. Это стоит, я не знаю, записать на стенку и каждый раз с утра, наверное, я не знаю, медитировать на эту фразу. Ну, реально фраза. Там есть такие выражения крылатые. Просто одно из выражений мне очень сильно залетело в голову, прям попалось, показалось очень интересным. Сейчас я найду эту фразу и вам четко прям ее прочитаю. Вот, нашел, смотрите. Инстинкты закаляются ошибками. Если тебе посчастливится пережить пару ошибок, то с тобой будет все в порядке. Ну, разве это не прекрасно? Это, кстати, вот к теме об ошибках. То, что мы учимся на ошибках. И то, что дурацкая пословица, дураки учатся на своих ошибках, а типа умные учатся на... Это не совсем так. Умные учатся и на своих ошибках, и на ошибках чужих. В отличие от дураков, которые, блин, никак не учатся. Ни на своих, ни на чужих. Понимаете, да? В чем отличие? Самая большая ошибка в том, что он боится сделать ошибки и ничего не делает. Понимаете? То есть он как бы, ну, такой перфекционист. И вот отсюда возникает прокрастинация, когда человек думает, ну, раз уж я не могу это делать, то я не буду делать это вообще, потому что мне это получится не знаю как, и, возможно, я ошибусь, и поэтому я делать не буду. Вот и все. Вот это самая большая ошибка. А здесь, вот слушайте, инстинкты закаляются ошибками. То есть ваши нормальные инстинкты, которые вас охраняют, сберегают, укрепляют. У вас появляется доверие к природе, доверие, не знаю, если вы верующий, к Богу. Таким образом, потому что вы с каждым разом выживаете и удивляетесь потом, бля, ну как же это, я до сих пор живой. Вот задумайтесь, вы до сих пор живы, вот вы до сих пор живы. А вспомните, что во сколько раз вы могли погибнуть как-то вот, и все могло пойти не так, и ваша жизнь могла бы закончиться гораздо раньше. Не знаю, у меня лично таких моментов было очень много. Я не знаю, даже взять в детстве, когда мы прыгали зимой в какие-то сугробы с каких-то крыш, из каких-то заброшенных строений, из каких-то гаражей. А что там под снегом, никого не интересовало. Понимаете? Или когда мы переплывали реку Дон вплавь с течением. Мальчишки еще молодые. Да многое чего. Я уже не говорю про всякие там взрыв-пакеты и костры, и вот эти все опасные штуки, которыми игрались, я не знаю, как сейчас мальчишки в войнушки. Это же просто трэш.
И мы до сих пор живы. И так инстинкты закаляются. Мы ошибались, потом еще раз, еще раз. Так они закаляются. Так мы становимся крепче, так мы начинаем доверять нашей природе и то, что инстинкту самосохранения, который у нас есть. Себе начинаем доверять. Вот. И если нам посчастливится пережить пару ошибок вот таких, то с нами будет все в порядке, потому что мы настроили свою программку, понимаете, настроечки поставили, все подкрутили, и все, и наши инстинкты, наше чутье, оно уже рабочее, оно уже тренированное, мы практически никогда уже нюх не потеряем после этого. Ну, бывает, конечно, мы нюх теряем, но такое редко бывает. Вторая фраза, которая мне понравилась: не зацикливайся. Особенно тогда, когда миру пришел конец. Вот прям вот сегодняшняя, прям актуальнейшая, так сказать, ситуация, да? Миру пришел конец, и зацикливайся. Други мои, я вам про этот фильм, по-моему, все рассказал. Сейчас я вам кину ссылку прямо в чатик на на Википедию, почитайте. Я всегда захожу, чтобы перед тем, как посмотреть какое-нибудь кино, я захожу в Википедию, смотрю, кто режиссер, в каком году, какой сюжет, кто играет в ролях. Что еще смотрю? На Оскар, если выдвигался, это уже о многом говорит. Если получил Оскара, значит, стоит посмотреть. Так, давайте я вот зайду вот сюда, прямо к вам, друзья. Так, пока ваши вопросы смотрю. Так, они есть. Читаю. Так, Гедеон Пелюгин спрашивал, почему он так тебе понравился. Я вот сейчас рассказал уже про этот фильм, Гедеон, так что надеюсь, тебе там станет понятно из моего рассказа. Гражданин сам пишет: я вот сегодня снег раскидываю, чтобы растаял быстрее. 2 сугроба, кубов по 5, еще и сырой. Хорошая нагрузка на свежем воздухе. Хотя предполагал ленивый отдых. Короче, комплексная динамическая нагрузка. Я прям побывал на свежем воздухе вместе с тобой, когда читал твой комментарий. Действительно так. И лучше всего, ребята, отдыхается, когда мы чего-то поделали в первой половине дня, с утра. Вот прям вот с утра, если мы что-то поделали, неважно, мы прогулялись или пробежались, поделали отжимания, или расчистили снег, там поковыряли в сугробах, что-то, дрова порубили. Вот, то потом как-то вот весь день идет, ну, такой приятный, что ли. И усталость приятная. Как будто ты что-то сделал очень важное. Хотя, конечно, ну, с точки зрения там, человечества, это, ну, что там такого, да? Но для себя это было очень, очень даже мы отмечаем как положительное. Комплексная нагрузка. Гедеон Пелюгин, ты смотрел фильм «Точка»? Нет, не смотрел. Про девочек легкого поведения? Нет, не смотрел. Не смотрел. Про девочек легкого поведения. Да как-то меня особо не тянет на такие фильмы, не знаю. Ну, опять же, смотря какой фильм. Может, хороший. Значит, метро 2034, метро 2035. Я сначала комп-игру одноименную прошел, а через годик книгу прослушал. Рекомендую, интересно пишет. Я знаю, да, что Дмитрий Глуховский офигенно пишет, мне очень нравится он. Ну, как мыслитель, как человек, у него очень ясный, четкий ум. Я с ним слушал достаточно много интервью, ну, в Ютубе, можете посмотреть, Дмитрий Глуховский, да? И это прям... интервью у Дудя, кстати, есть с Глуховским. Классный парень, и я считаю, что вот такие люди нужны реально миру, России. Их бы ценить, их бы беречь, холить, лелеять. В общем, классный парень. Так. О, Глеб Урлов здесь. Хай. Хай, Глеб. Так, Гедеон Пелюгин, Макс. Мне интересен такой фильм, и я его пропушу. Пропушу. Мне интересен такой фильм, я его пропушу. Фигня, фильм по ходу. Какой фильм? Какая фигня? Гедеон, ты как-то иногда странно выражаешься, я тебя с трудом понимаю. Но стараюсь, я стараюсь. Гражданин сам, интересно рассказываешь, будем посмотреть. Посмотрите, прям всей семьей. Там нет каких-то сцен прям ужасных, хотя, конечно, монстры, чудища, да, все это есть. Ну, детям нормально будет. Так, Гедеон Пелюгин пишет: я такую фигню смотреть не буду. Такая фигня, фильм
По рассказу, понятно. Гражданин сам. Вообще тема преодоления страхов интересная и важная. В том числе и для самоутверждения, да и вообще для вызывания. Вызывания. Гедеон Пелегин. Даже... Ну, тема страхов это вообще, ребята, наверное, самая главная тема, что ли. Да, мы же, блин, это же всегда приходится нам как-то решать эти вопросы преодоления. Вот, что-то нужно добиться. Для этого нужна какая-то уверенность, какой-то ресурс, чтобы это преодолеть. Всегда будут страхи. Мы боимся всего постоянно, регулярно. То есть наши инстинкты, вот эти вот самосохранения, если всегда прислушиваться к ним, это постоянно борьба идет, понимаете, там борьба такая, то можно просто, блин, сидеть в квартире, никуда не выходить из комнаты, не совершать ошибки. И мы станем такими жирными, толстыми. С точки зрения природы, вот как бы вот такая идея. То, что не рискуй, никуда не ходи, все хорошо. Ну и тоже вред получается, мы сами себе наносим, потому что мы не растем как личность, если вот так сидим, зажимаемся в скорлупе там, да. А ведь всему свое время, понимаете. В каждый период нашей жизни мы должны делать какие-то определенные вещи, которые запрограммированы вот на этом отрезке пути. А если мы их не сделаем, мы как бы, ну как вот, я не знаю, в компьютерной игре, понимаете, мы просто не проходим на следующий уровень и остаемся где-то там внизу. Можно сравнить, да, с компьютерной игрой? Я думаю, можно. Так, поэтому страхи и тема их преодоления, это, блин, всегда будет интересно. Гедеон Пелегин, даже мотивации нет, поучительно тоже ничего нет. Я тебя уже услышал. Гедеон Пелегин, кикбоксер лучше этого фильма. Боксер пишется через О, от слова бокс. Проверочное слово бокс, Гедеон. Гражданин сам. Гедеон, посмотри «Танцы с волками» с Костнером. Не будет он смотреть. Там монстры, люди. Очень доступно показано и выбор, любовь, и на реальных событиях. Хороший фильм «Танцы с волками», да. Классный фильм. Я давно его смотрел. Но Гедеон не будет смотреть. Такая фигня мне не интересна, пишет он. Алексей говорит, привет, доброго денечка, пишет. Приветствую, гражданин сам. С детства воспоминания прыжков в снег очень яркие. Наверное, есть у всех или почти как первое открытие. Но это, кстати же, да, наверное, это многие делали. Тем более, если люди жили там, где много снега выпадает, а в Магадане много снега выпадает. То есть такие сугробы огромные. И вот ты залазишь на эту, во-первых, страх высоты. Ты забираешься на этот гараж или куда-то, не знаю, на второй этаж или третий этаж какого-то там, не знаю, заброшенного строения. Смотришь вниз. Это страх. Это реально пространство такое огромное. Неизвестность такая, да? То есть страх высоты реально есть. Но кругом, но рядом твои друзья, рядом твои товарищи, рядом твои одноклассники, которые являются вот этим вот мотиватором, да, в какой-то мере. Типа, ну что ты там, давай прыгай, что ты ссышь, что ли? Ну, вот в таком духе, да. И вот хочешь, не хочешь, и вот этот страх появляется в тебе, разрастается, а тебе нужно сделать шаг, тебе нужно сделать действие. И это тоже очень важный момент, это спусковой крючок, да, как бы внутри нас. Когда ты вдруг решаешься что-то сделать, хоть и боишься, и делаешь. То есть как-то в неизвестность. Падение в неизвестность. Потому что, ну, хрен знает, как оно там выйдет. Как ты приземлишься. Да и что. И вот и этот момент, когда делаешь прыжок в неизвестность, он основополагающий. Ты в какой-то момент просто отпускаешь все это и идешь. Так, поэтому эти воспоминания, конечно, не яркие, да, потому что это с детства. Да и снег, если так символически посмотреть, что-то белое такое, чистое, пустое, да, пустота. Ты идешь в пустоту. Первое открытие, так что тут все верно. Алексей Грек, одел лайкосики. Народ, не скупимся. Ну да, кстати говоря, Алексей Грек, ты прав. Ставьте лайкосики. Вот, пока тут стоит у нас лайкосиков не густо. 2. И, видимо, день воскресный тоже не совсем подходящий для стрима. Поэтому, возможно, будем менять. Либо время неподходящее, друзья. Напишите, пожалуйста. Сейчас у вас... Вот я вышел на стрим в 16:00, да? В 16:00. Может быть, надо было позже выходить или раньше. Как вы думаете? Потому что во вторник, например, когда я выходил в эфир в 6, в 7 вечера,
Было народу больше 20 человек. Это было вот... Мне это очень понравилось. Гражданин сам. Высота завораживает. И еще, да, решение принять и чувство полета. Ну и снег мягкий тоже восторг. Да. То есть там мы испытываем целую гамму чувств, когда мы падаем, прыгаем сверху вниз. Это и негативные чувства страха, но и чувство восхищения, радости от того, что ты это сделал. Помните, когда вы уже запрыгнули, и когда вы были в какой-то прострации, вы ничего в это время не испытывали, ни чувств не понимали, полный, так сказать, отказ от мыслительной деятельности. А потом, когда вы приземляетесь, вы начинаете чувствовать, что вот в снегу у вас все кругом за воротник залезло, там куда-то под шапкой все, или шапка куда-то отскочила, в рукавах снега тоже полно. И вот оно приходит ощущение, ощущение новизны жизни, вы ее чувствуете, как будто бы, не знаю, первый день родились. Вот такое ощущение, вот вы заново родились. Такая свежесть, такая яркость. И ощущение радости от того, что ты сделал. И это уже позади. Вот то, что... И после того, как вы это сделали, вы смотрите назад и думаете, как, это уже прошло, это уже было. Это ничего не весит, этого уже нет, это все эфемерно. И отсюда начинается уверенность, ребята. То есть вы понимаете, что вы все можете преодолеть, и потом то, что было сзади, уже не имеет значения. То, что вы боялись, и то, что вы будете бояться впереди, это будет примерно таким же образом происходить. Вы понимаете механизм перехода из состояния страха в состояние пограничного состояния, да, когда вы стоите на границе, и состояние, когда вы уже сделали что-то и достигли этого, и добились вопреки страху. И вы там испытываете удовлетворение, вы там испытываете кайф, и это тоже фиксируется, у вас здесь фиксируется, это становится привычкой. Вы становитесь, ну, зависимым, может быть, даже от состояния, если постоянно это делать, вы будете кайфовать. Поэтому, кстати, ну, экстремальные виды спорта, они вот на этом же принципе работают. Когда вы чего-то боитесь, потом вы это преодолеваете и испытываете эйфорию от того, что вы это сделали. Вот так. Так, а что у нас тут в чатике? Давайте посмотрим еще раз. Высота завораживает. Еще решение принять. Чувство полета, да, читал. Ага, Гедеон Пелегин. Знаешь, я в последнее время стал бояться смерти. Ну, да, Гедеон, я считаю, что это очень хороший знак. Возможно, это что-то в тебе прозревает, какая-то, ну, сознательность, осознанность. Ты задумываешься об этом, это хорошо. Но надо смотреть правильные фильмы, возможно, читать книги. Но опять же, не буду топить, никого не подталкивать, ребята. Вы должны сами идти и прислушиваться вокруг к каким-то указателям, каким-то советам. Вот так. Поэтому, если ты это чувствуешь, если ты стал бояться смерти, ну, поздравляю тебя, это круто. Это правильно. Гражданин сам, это обостренное чувство жизни. Точно. Гедеон Пелюгин, но то есть, когда-нибудь боюсь оказаться в загробном мире. Я не хотел бы тут сильно на эту тему сейчас дискутировать, но никакого загробного мира нету. Вот, собственно, и все. Можно как бы спорить на эту тему, там, не спорить, там. Но те, кто спорит, они доказывают то, что загробный мир есть. Они на что? Поэтому спорить, я думаю, бессмысленно с верующими. Пускай верят в загробный мир. Но, тем не менее, видишь, он уже не приносит эта идея загробного мира какой-то покой, спокойствие. Ты начинаешь нервничать от того, что ты там окажешься. Ну, надо разобраться с религиями, с верами, вот, и станет поспокойнее тебе. На самом деле все очень просто, и это приносит успокоение, понимание такой ситуации, что ничего нету больше, мы просто умрем, и все. Никакого загробного мира не существует. Так, воскресенье, пишет Алексей Грек. Позднее с закатом, как у афроамериканцев. Мне было бы удобнее огороды, стройка, весна, начало сезона. А, то есть с закатом, да? Все-таки воскресенье вечерком тоже, да? Пишет Алексей Грек. Отозвался. Спасибо большое за то, что ты ответил. Так, Гедеон Пелюгин. Вот бы это видение победили люди. Не понял про что. Гражданин сам пишет. Гедеон, это вопрос готовности умереть. Гедеон Пелюгин нет. Пишет. Говор Лавр здесь привет. Всем привет. О чем тема разговора только присоединился?
Так, Говор Лавр, тема разговора сегодня для разгона, для затравки был рассказ о фильме «Любовь и монстры», свежий фильм 2020 года, про становление характера, такого боевого, бойцовского, про трансформацию из мальчика в мужчины. Ну, в общем, приключенческий фильм, который рассказывает о том, как один пугливый мальчишка стал смелым, в общем-то, человеком, пройдя ряд испытаний, такой квест. И название фильма как раз об этом говорит, что любовь, которая вела его сначала к девушке, потом эта любовь оказалась вообще к жизни, к окружающему, любовь к спутникам, к наставникам, к учителям, к собаке, которую он там встречает. То есть вот к разным таким, к своему опыту любовь тоже, да, появляется. Вот она преодолевает вот этих всех монстров, он побеждает монстров. Причем монстры эти как снаружи, это те зверушки, которые в процессе мутации после постапокалиптического, постапокалиптический момент идет, они мутировали и стали огромными. Короче, мутанты, вот то, что раньше мы там, не знаю, тараканчиков видели, да, и довели их тапком, то теперь этот таракан стал очень большой, огромный и опасный для человека. И также это монстры, которые внутри нас. Это всякие наши страхи, это всякие наши глаза великие, которые стереотипные такие мемы, которые общественные. Ты трус, ты ничего не можешь, ты ничего не добьешься, ты лузер. Вот эти все вещи, да, это даже ближайшие наши люди. Понимаете, наши, не то, что там какие-нибудь ненавистники, какие-нибудь хейтеры, какие-нибудь враги, а даже вот наши близкие люди, окружающие, они нас могут очень сильно за это держать, понимаете, прям якорить наше саморазвитие. Вот об этом мы, в общем-то, и разговариваем. Так? Еще мы решаем, когда же делать прямые стримы. Я решил, что их нужно делать 2 раза в неделю. Один раз в будни, вечером вторник. И второй раз, ну, воскресенье, я думаю, потому что выходной день. Только вот когда? Попозже, наверное, как я предложил ребятам. Наверное, попозже, тоже вечером. Короче, тогда будет вечером, наверное, время наше вечернее. Вторник вечером и воскресенье вечером. Окей? Потому что сейчас у нас разница между Европой и Россией стала всего лишь в час. Ну, я имею в виду Россия, это, ну, как-то московская, Москва по Москве. Так что вот так, Говор Лавр. Вот об этом мы и говорим. Все ссылочки, сейчас я же обещал же «Любовь и монстры» вам сюда скинуть на Википедию ссылочку, пожалуйста. Почитайте, ребята. Вот я вам кидаю ссылочку, о чем мы говорили. Ага. Так, идем Пирогин. Ну, введение смерть победили люди. Явление смерть победили люди. Ничего не понял, Гедеон Пирогин. Ну что же ты так формулируешь эту мысль так как-то очень туманно, все мутно. Я не понимаю, о чем ты говоришь. Пожалуйста, ну, усилия приложи, напрягись. А, ты даже пишешь внизу еще Гедеон Пирогин, не помню это выражение, что оно значит. Ну, зачем писать то, чего не знаешь? Ну, зачем? Ну, как смерть победили? Кто смерть победил? О чем? Ты, наверное, делаешь отсылку к христианству, да? Что смертью смерть поправ, Иисус Христос разрушил все эти оковы, вышел из ада и, значит, победил смерть. Ты про это, что ли? Я не хотел бы опираться на всякие мифологические такие вещи, типа легенды, сказки народов мира, религии, вот эти вот все, Библии там и так далее. Никто смерть еще не победил, ребята. Ну, такое, я реально не наблюдаю таких вещей. Понимаете? Физически мы умираем, просто наше тело умирает, и все, и как бы мы перестаем существовать. Никаких загробных миров, ничего этого нету. Вот. Ну, а если так метафорически умирать, то мы можем умирать каждый раз, когда мы что-то теряем, понимаете? Допустим, ну это же понятно, да, символически, то, что мы что-то теряем каждую, я не знаю, минуту, каждую секунду. Наша жизнь, она так сквозь пальцы, понимаете, мы теряем это. Мы становимся старше, мы в воспоминаниях остаются, я не знаю, теряем родных, теряем близких, теряем друзей, куда переезжаем, теряем те места. Много чего теряем. Теряем какие-то, ну, отношения, которые казались нам раньше такими вечными. Поэтому смерть, она всегда присутствует вот в виде вот этого вот по кусочкам. Да? Но в то же время мы каждый раз возрождаемся опять, как птицы Феникс, как стая фениксов. Стая фениксов. Умираем, рождаемся, умираем, рождаемся, умираем, рождаемся. При этом мы меняемся кардинально, и уже становимся вроде бы совсем другими людьми. Но что-то внутри
остается, ну, мы те же самые, то есть какое-то ядро, какой-то стержень, понимаете, который сформировался где-то в детстве. Плюс генетика, конечно, да, потому что тело и мозг, они вот, ну, это одно целое. Так, ну что, поэтому как смерть победили люди, я пока не в курсе. Говард Лавр пишет в книге «Тайны Гунфу». Написано: так думая о жизни, это магия смерти, думая о смерти, это магия жизни. Какая-то прям такая пафосная мысль. Надо задуматься, на самом деле. Тайны Гунфу. Что за книга такая? Говард Лауэр. Да, попозже лучше. Окей. Все, ребята, принял к сведению. Тоже вечер, чтобы не путаться. Вторник, воскресенье, например, в 7 вечера. Нормально? У нас будет 6. Где-то 6-7 вечера. Окей? Так, Говард Лауэр, спасибо, что ответил. Дальше, что у нас я могу вам скинуть, ребята? Я вам сейчас скину фразы, которые мне понравились в этом фильме. Прямо вот сюда в чатик. Это же нормально, мы так будем общаться, если да? Прямо в чатик я вам выкидываю. И вы читаете, не только меня слышите, но еще и читаете. Ту. Есть? Нету? Нету. Я, наверное, кнопочку не нажал. Сейчас нажму. Две фразы, которые мне понравились в этом фильме, я прям сразу их записал после того, как фильм посмотрел, думаю, блин, вот это вот прям классные такие философские такие мудрости, цитаты великих, блин, которые, ну, реально для всех. И даже для Гедеона. Хотя Гедеон пишет, что, ну, такие фильмы ему не нравятся. Не помню выражение. Гедеон пишет: я хочу, чтобы люди победили смерть. Ну, окей. Гедеон Пелюгин: чтобы это явление исчезало из жизни людей. Интересный вопрос задает Гедеон по поводу смерти. А ты уверен, что, ну, ты хочешь этого? Ну, то есть реально продумал эту всю тему. Представь себе этот мир, когда люди не умирают. Ты думаешь, это хорошо? Это будет какой-то другой уже мир. Если даже он будет, он уже будет не таким. То есть все поменяется. Потому что смерть — это неотъемлемая часть жизни. Неотъемлемая. Ну, невозможно что-то новое без смерти. Если смерть отменяется, как ты говоришь, или побеждает, она побеждается, или больше не существует, опять же, для всех, или для кого-то, для избранных. Но если философски смотреть, то смерть, даже если она исчезает полностью для всех, ну, просто исчезает. Нету ее. Типа вот такие вот дела, ребята. Мы живем все и не умираем. То меняется целая концепция вообще мира, и поэтому существование такого мира, как прежде, как сейчас, оно невозможно. Мы будем уже не теми людьми. И даже, возможно, мы не будем людьми. Возможно, будем какими-нибудь киборгами, я не знаю, цифровыми какими-нибудь такими этими роботами, полуавтоматами. Тогда возможно, да, вот в таком смысле цифровое какое-то бессмертие, да, возможно. Но это уже совсем другая история, понимаете? Видео. А так, если подумать, представь себе сейчас, но нету смерти, и все живут. Они стареют или не стареют, они болеют или не болеют. То есть как? А если какие-то случаются несчастные случаи, да? Кто-то сорвался не знаю, с крана, кто-то, блин, утонул. Он умирает при этом или не умирает? Как это вообще? То есть, ну, эта концепция, она интересная, но очень-очень-очень многогранная. То есть на этот вопрос как бы так сложно ответить на самом деле. Я считаю, что просто какое-то что-то невероятное, невозможное. И более того, может быть, во мне какой-то стокгольмский синдром, я считаю, что, ну, бессмертие, тогда ты не будешь ценить, что такое жизнь, понимаешь? Смерть — это как, я не знаю, как наставник. Наставник, который дает тебе понимание того, что жизнь — это очень ценно, то, что, не знаю, а так представишь, никогда не умрешь. Ребят, я не знаю. Может, ты слишком молодой еще, и у тебя не было такого чувства, когда кажется, ну, что все уже сделал, как бы, и смысл-то, ну и дальше зачем? Ну, примерно как у меня. То есть все функции, как бы, выполнил, все задачи поставленные, сделанные. Ну, чего еще? Чего еще-то? Не знаю. Мне кажется, бессмертие это не жизнь уже. Так, окей. Читаю дальше, ребят, вас. Читаю.
Говор Лавр пишет, но вообще, если ударяться в эту тему, то можно сформулировать кратко. Люди это маленькие боги, а боги это маленькие люди. Мы творцы, соответственно, от наших поступков зависит, благочестивы мы или нет. М, Я даже думаю, ну нет, ну я понял твою мысль, я согласен с ней. Но мне кажется, ее даже можно еще упростить. Вот богов, если поубирать всех, то, собственно, можно и без них обойтись. Не знаю, как сказал какой-то один великий, не знаю, ученый, какой-то ум, что говорит, я не нуждаюсь в идее Бога для того, чтобы описать этот мир. То же самое и здесь. Какие мы боги, маленькие или большие? Ну, как, зачем эта конструкция, которая, ну, какая-то лишняя сущность, что ли? Нафига нужно? Ой, благочестивый, неблагочестивый. Это как это старые конструкции, как мне кажется, которые раньше использовались, они выполняли свою роль надстроек. Это, знаете, как леса строительные строят, ну, сначала ставят леса, и вот строится здание, и чтобы его строить, кирпич за кирпичом, ставятся такие конструкции. Это я просто рассказываю своего личного опыта, как я восстанавливал церковь, там, да, и так далее. Потом эти конструкции, строительные леса, убирают. И вот оно, строение здания. То же самое с религиями, то же самое с этими всякими разными конструкциями, типа вот благочестие, там грех, боги, не боги. Э, Какие-то строительные здания просто, ну, они там уже не нужны. Там уже все выстроено, конструкция более-менее уже держится. Они там, их нужно переставлять или нужно как-то им менять, а не опираться на эти конструкции. То есть, короче, не зацикливайтесь. Как в фильме сказано, не зацикливайтесь. И тогда, тем более, когда, ну, конец мира. Зачем зацикливаться? Особенно тогда, когда миру пришел конец. Так, я не смотрел, посмотрел обязательно, да, скинул я ссылочку. Ну, знаете, как пользоваться разными всякими там резко.ком или .орг. Очень много разных, да, ресурсов, которые показывают кино. Качество хорошее, нормальненькое качество. Даня Какованя, как вас отблагодарить? Карта Сбербанка, точнее номер телефона, к которому она привязана. Да легко, ребят. Это вот прям вот спасибо. Даня Какованя, спасибо огромное. Значит, пом-пом-пом, телефон. Телефон-то вы не знаете, да? Я вам сейчас скину Телеграм, окей? Телеграм. И там мы можем... Кстати, вопрос, друзья, подписчики. Как вот со мной можно пообщаться, да? Сейчас, доступно. Пишите мне в Телеграм. Пытаюсь вам скопировать... Блин, почему-то не получается. Вот скопировал. Все, есть. Смотрите, вот мой Телеграм. Пишите мне, друзья. Я вам покажу, расскажу, как мне можно там поддержать мой канал, мою деятельность. Потому что, ну, как бы я занимаюсь только этим. Делаю видеоуроки, делюсь своими размышлениями, не знаю, там делаю стримы, общаемся, отвечаю на ваши вопросы, пишу тексты, пишу статьи. И вот, собственно, вот моя деятельность сейчас такая. Поэтому буду рад любой вашей поддержке. Опять же, здесь есть официально, можно стать спонсором моего канала. Есть кнопочка «Спонсировать». Нажимайте на эту кнопочку «Спонсировать» и становитесь спонсором моего канала. Вот, как стали спонсорами, я не знаю, там какая-то сумма, там, в общем, почитайте, да, там, дайте мне знать об этом. Потом, опять же, здесь вот донатики есть в чате. Внизу такая кнопочка есть со знаком доллар таким. Мяу. На нее тоже можно нажать. И посмотреть, что там выскочит. Поэтому Даня Каковани. Вот так. Про Телеграм написал, пишите мне в Телеграм. Вообще, было бы интересно, если бы там я делюсь новостями. Ну и в Телеграм мне пишите там уже. Так, про богов и о том, что люди творцы своей жизни. Для Гедеона попытался объяснить. Ну ему сложно бывает это объяснить. Гедеон это не хочет слушать. Я вот так вот заметил за Гедеоном. У него такой есть некоторая такая вот упертость, что ли, такая, категоричность такая мышление. Он такой, чик отрубает, если я не буду, я не хочу. Поэтому невозможно научить человека, если он не хочет учиться. Вот и все. Это же элементарная вещь. Даже пословица такая есть. Учитель приходит тогда, когда ученик готов. Ученик не готов, учитель не приходит. Невозможно наполнить свой ум чем-то новым, если вы, там, переполнены какими-то старыми конструкциями, вот этими лесами строительными,
шаблонами, там, стереотипами и так далее. Пока это не освободится, невозможно чему-то новому научиться. Так, Гедеон Пелюгин, да, пишет. Это хорошо. Мне нравится Гедеон, когда пишет такие хорошие слова. Вот хорошо, да. Гедеон Пелюгин пишет, мне 18. Ты большой парень уже, тебя в армию скоро заберут. Ты большой парень уже, тебя в армию скоро заберут. Не знаю, как там сейчас, какие у тебя характеристики, как со здоровьем. Ну, в общем, в армию тебя, скорее всего, заберут тебя в армию. Ты идешь в армию, Гедеон? Говор Лауэр пишет. Мы со страхами боремся каждый день. И не все возможно преодолеть. Есть какая-то методика, что может преодолеть страх, не бояться совершить какие-то поступки. Вот как раз в этом фильме я уже сказал, один инструмент – это любовь. Любовь к человеку, любовь к себе, любовь к какому-то делу, любовь к миру, любовь к спутникам, любовь к познанию мира. Вот это и является инструментом преодоления страхов. А страх он будет всегда. Нет таких упражнений, таких методик, чтобы страх раз и навсегда преодолеть и больше и забыть о нем. Так не бывает. Это регулярно происходит с нами. Так, гражданин сам пишет, если рассматривать смерть как некий переход или начало чего-то нового, то это вопрос религии. Физики практически доказали, что ничего не исчезает и не появляется из ничего. На все вопросы. В этом смысле мне нравится, конечно, учение дзен. Ну, можно не отвечать на такие. То есть, если для нас что-то является далеким, к нам не относящимся, то незачем туда внимание обращать. Надеюсь, вы поняли, о чем я, да? Так, так, Глеб Урлов. Так, кто хочет бросить верить в Бога и не может заметить квантовой физики? Ну, тоже, кстати, вот, почему бы нет. Как ей заняться только, Глеб? Читай книги. Читайте книги, наверное, так. Читайте книги, наверное, так. Или посмотрите видео, есть интересные видео разных пропагандистов, ученых, научных, есть лекции целые. Просто читайте. Ричард Докинс, вот я вам советую, Ричард Докинс. Так, Говард Лауэр. Макс, вопрос немного не по теме. Как считаешь, что для самообороны какой стиль лучше подойдет? Для самообороны какой стиль лучше подойдет? Стиль чего? Уточни, пожалуйста. Даня Какованя, спасибо за обалденную книгу. Пожалуйста. Даня Какованя, спасибо за обалденную книгу. Пожалуйста. Даня Какованя, через донат часть денег уходит донату. Да, есть такое дело. Они берут, по-моему, YouTube берет, блин, сколько он берет, 30-40%. Ну, короче, приличную сумму, да, берет. Поэтому, ребят, на Телеграм. Кто хочет меня поддержать, на Телеграм пишите мне, типа, и мы, может быть, даже сделаем отдельную группу, отдельный чат подписчиков на Телеграме, где мы можем вот так вот нормально общаться. Так, по поводу, еще раз, ребята, кто хочет поддержать мой канал, мое творчество, пожалуйста, обращайтесь в Телеграм, пишите мне. Сейчас я вам даже скину. Кстати говоря, сегодня, через 25 минут будет новое видео про удар с разворота. Поэтому, друзья, это будет нечто. Вам должно понравиться. Сейчас я вам кину ссылочку на премьеру. Ну, то есть, где это будет киношка. Удар с разворота. И милости просим. Так, копировать. Пара-па-пам. Через 20 минут смотрим и ставим лайки. И делимся с друзьями. Делимся с друзьями, ставим лайки. И напишите комментарий. Любой комментарий напишите. Это просто YouTube. Это искусственный интеллект. Этот алгоритм, который считывает ходы, выходы, все куда. Поэтому давайте сделаем какую-то активность. Через донат. Гражданин сам. Стиль это такая неоднозначная вещь. Да, кстати, неоднозначная вещь, поэтому я уточнил. Из спортивных направлений самбо, как армейское прикладное. Давай я так скажу, смотри. Гражданин сам. По поводу стиля для самообороны. Самый лучший стиль для самообороны это самооборона.
То есть лучше заниматься самообороной для самообороны, понимаешь, да? То есть, потому что все остальное будет как бы не совсем подходящее. Самбо, ну ты будешь бороться там для не совсем подходящее. Самбо, ну ты будешь бороться там для соревнований по правилам самбо. Будешь заниматься карате, ну будешь заниматься карате там, либо какими-то супервосточными какими-то вещами, либо спортивным карате, опять же для соревнований с какими-то ограничениями. А самооборона это широкий комплекс мероприятий. Там нету правил, ну или там есть какие-то правила, да, определенные, то что преступник будет всегда сильнее, чаще всего он будет в состоянии алкогольного опьянения, возможно применение какого-то оружия типа ножика, возможно он будет не один, а два или три человека, ну и так далее. Где этому готовить? Какой тут стиль можно посоветовать? Я не знаю, честно. Если такие типичные, ну, как бы базовый уровень, скажем так, ну, не для самообороны, а чтобы, ну, почувствовать себя нормально в уличной драке, там, при каком конфликте. Ну, наверное, бокс, ребят. Ну, потому что в боксе учат бить в бороду и вырубать человека. Хорошее решение, да, проблемы. Вырубил, блин, агрессора и все. Поэтому бокс. Плюс там учат держать дистанцию, что тоже очень важно. Чтобы вас не ударили, вы как бы эти навыки отрабатываете постоянно на тренировке. Дистанция в пятнашках, там, в спаррингах и так далее, на лапах. Вот вы чувствуете, что здесь вас достанут, а здесь не достанут. Шажочек назад, и все, вас не достали, провалили. Тук-тук в бороду кинули. Все. Агрессор потух, отдыхает. Поэтому бокс, мне кажется, это самое такое простейшее, то, что можно посоветовать для... Но опять же, это не будет полностью закрывать все, так сказать, проблемки самообороны. Может быть, даже это будет развивать какие-то вредные навыки, понимаете? То есть там лезть на рожон, там. Ну, тут зависит, конечно, от тренера, от школы, от методики, от концепции боя. Самообороне нужно быть все-таки поосторожнее, держать дистанцию больше, понимаете? Не лезть никуда на ближнюю дистанцию, бить коленями, локтями, понимаете? Потому что можно нарваться на нож, на захват и упасть. Ну, в общем, есть много разных мифов или таких концепций, которые, ну, пагубны, скажем, с точки зрения самообороны. И сзади вас могут ударить, и все что угодно. Поэтому дальше, если взять более разнообразную, конечно, технику, то, конечно, ну какой-то ММА, это микс такой, это смешанное единоборство. Хорошая тема. То есть, ну, опять же, из чего эта смесь состоит? ММА. ММА это бокс, это борьба. Если нет возможности заниматься бразильским джиу-джитсу и боксом, занимайтесь боксом и вольной борьбой. Если нет вольной борьбы, занимайтесь хоть греко-римской. Ну, то есть какой-то борьбой. Понимаете? Там, где есть плотный контакт, там, где есть четкое понимание выведения из равновесия, баланс, как удержать баланс, как вывести из равновесия. Вот. Поэтому любая борьба и бокс. Это будет как бы, ну, вот микс такой ММА, скажем так. Базовый уровень. Все остальное, все удары ногами в голову, это можете, в принципе, не париться, время на это не тратить. Кстати, во вторник это, я сделал видео на тему, как экономить время боевой тренировки. Чтобы просто за какой-то короткий период времени успевать сделать и то, и для здоровья, и для прикладных навыков. Конечно, удар с разворота здесь немножко он выбивается из ряда, но я там рассказываю в видео, кстати, вот оно скоро будет. Там с точки зрения самообороны тоже очень хорошо. Особенно, когда есть конфликтная ситуация, когда вас вот прям вплотную подошли, или вас к стенке прижали. И вот там есть такая обманочка. В общем, смотрите, скоро, буквально минут через 15 минут это видео будет уже. О чем я рассказываю. Поэтому все на это видео сейчас, ребята, идем. Ссылочку я уже кину. Угу. Удар с разворота как бьет Ян. Смотрел, очень интересно и удачно снято. Это я сделал только трейлер, который минутку идет. А там прям нормальный видеоурок. Прям такой разбор. Там есть несколько идей, как тренировать этот удар. Как его делать так, чтобы он, ну, точно попадал. Чтобы вы сильно не крутились. Ну, там посмотрите, ребят. Жду от вас вот прям, ну, комментариев, отзывов, обратной связи, короче, по этому видео. Поэтому смотрите. Я каждый раз, когда какое-нибудь видео делаю, блин, ну, это как творчество. Я как художник, я создаю это как детище, и потом мне, конечно же, очень интересна какая-то обратная связь, да. Потому что я стараюсь там все сделать очень качественно, чтобы все это было четко, понятно, доступно и в то же время зрелищно, красиво. Поэтому жду ваших отзывов о моем произведении искусства. Так, стиль так и не пойдет. Это Говор Лавр спрашивал про стиль, да? Ну, про стиль я уже рассказал. То есть стиль это Крав Мага, например, израильская, они занимаются вопросами именно самообороны, самозащиты. Потом, ну вот то, чем я занимаюсь, это самооборона.
То есть у меня больше с точки зрения именно самообороны все эти вещи рассматриваю через призму самообороны. Вот и все. Так, по стилям, да, согласен. Просто если человека интересует стиль, лучше начать со спорта, а там сам поймет, что ему ближе. Ну, я предлагаю бокс. Предлагаю бокс. Бокс проверенный временем, методики четкие, все отработано, наработано на научной основе. Институты физкультуры, учебники. Ребят, ну, мне кажется, бокс это идеально. Только надо, опять же, аккуратно, осторожно, чтобы голова осталась целой у вас. Там есть плюс в том, что это контакт, ну и в этом же минус. Вот. И если у вас будут какие-то неудачные партнеры, которые просто не будут дозировать силу и бить вас со всей дури, то, в общем-то, будет не очень хорошие последствия для головы. Так, значит, по стилям, да, согласен, да, со спорта. Ну, вот со спорта, да, потому что так или иначе все это связано, элементы в самообороне присутствуют в боевых единоборств, так или иначе. Просто вот без этой вот мистики там и прочих разных этих зрелищных приемов. Просто брутально, вот самооборона, понимаете, она выбирает самые простецкие вещи, которые должны защитить от нападения преступника, который хочет убить. Поэтому там самое простое. Разбор посмотрим. Окей. Говор Лауэр. Кстати, вспомнил недавно в комментах про спортика писал, в зале всех бьет. А вот на улице не смог за себя постоять. Почему-то он не смог страх преодолеть. Ну, тут немножко другое. Одно на другое может влиять, но не всегда. Понимаете? И не тотально. То есть, если вы займетесь боксом, это ну, автоматически не сделает из вас уверенного человека. Но может какие-то подвижки сделать. Понимаете? То есть, смотрите, на какой стадии вы находитесь? Если вы, допустим, вот просто сейчас вот чувствуете, что вы такой несмелый, неуверенный человек, вы боитесь, вы прям такой сыкло, трус, вот, боитесь. Это вот ваша фаза, ваше такое состояние. Дальше, если вы пошли на бокс, то вот это вот решение и то, что вы туда пошли, это как прыжок с гаража в сугроб. Вы тоже уже сделали шаг навстречу вашей смелости и уверенности. То есть вы приняли какое-то решение или там в шахматы записались. Это уже неплохо, потому что вышли из зоны комфорта и пошли туда, где чему-то можете научиться, что-то вам не понравится, что-то будет некомфортно, но вы уже там начинаете действовать. Это уже круто, это уже шаг. Дальше. То, что вы занимаетесь боксом, испытываете чувство страха, это уже другое состояние. Оно немножко более благоприятное для развития, нежели то, которое тогда, когда вы просто сидели и боялись и ничего не делали. Понимаете? Поэтому, занимаясь боксом, не надо прям вот надежды на то, что он вас изменит, сделает вас смелым человеком. Нет, конечно. Надо дальше работать, надо дальше продолжать развиваться. Так что такое тоже бывает, что спортсмены, да, в зале работают тихо, когда спокойненько там все, они четко прям по лапам бьют, в парах работают шикарно, такие прям ловкачи. Но у меня таких учеников, кстати, тоже был, у меня один ученик, парень, Степанова звали, даже сейчас помню. Кстати, один из первых моих персональных учеников, когда я стал заниматься именно персональными тренировками, когда я стал индивидуальным предпринимателем. Вот. И он прям, ну, красавчик. То есть он на тренировках работал прекрасно. То есть так двигается, все там раз-раз. Как его ввожу на соревнования какие-нибудь, ну или там встречи товарищеские, даже такие, не супер-пупер, там большого уровня. Все замыкается, теряется, скорость падает, весь такой в себя уходит. Медленный, боится, в общем, неактивный. Это просто проходит со временем. Это нужно просто дальше, дальше. Через беседы, через убеждения, через размышления и через практику вот этих вот соревнований, этих выездов, вот этих вот через стрессовые условия. Это как «Любовь и монстры». В этом фильме как раз вот парень выходит наружу, на землю, да, изнутри наружу. И вот начинается жизнь, полная приключений, полная опасностей, полная монстров, с которыми он справляется. И так инстинкты его закаляются через ошибки. И пару ошибочек, если он сделал и выжил, то дальше с вами будет все в порядке. То же самое и здесь. Это путь становления, он постоянный. Это саморазвитие. Это то, чем мы вынуждены заниматься всю жизнь. Так что так, друзья. Нету здесь конца и нету окончательного избавления от всех страхов. Так, что я вам еще не напомнил, что я вам еще не рассказал. Про фильм рассказал. Так, я еще хотел на комментарии ответить, пока вы не пишете мне комментарии, да?
я могу, наверное, комментарии зачитать из Говор Лауэр. Это вот и был страх, наверное, его. Это больше социальный, кстати, страх. Понимаете? То есть, ведь в зале спортсмен чувствует себя хорошо, спокойно, уверенно, потому что, ну, его знают, он всех знает, так или иначе. То есть, ну, ему комфортно здесь. Это социум. А когда он уезжает куда-то в новое место, или приходит какой-то новый человек, или это соревнование вообще, это прям ну, стресс, реальный мандраж, то страх социума, понимаете, что то, что он потеряет свою идентичность, то, что он не будет таким крутым парнем, и люди его засмеют, или как-то вот он унизится перед ними, потеряет свое лицо. Понимаете, вот это вот страх. Поэтому это нужно просто работать, работать, выезжать. Я всегда говорил, что соревнования не должны восприниматься как нечто типа особенное, удивительное и как вершина чего-то. Нет. Соревнования это просто упражнение. Вот среди всех инструментов и методик в тренировочном процессе для спортсмена соревнования должны занимать просто ну, вот, где-то так вот одно из упражнений. Вот и все. Только в таком случае он не будет стрессовать и у него не будет такого этого тремора по поводу того, что какие соревнования. Это просто упражнение. Иди и сделай это. Все. И по факту так и есть. Ведь для жизни, в принципе, это же не так важно. Соревнования, венец, вот мне надо выступить там, то есть все победить. Вот это вот. Просто выйди и сделай то, что ты делаешь всегда. Вот. В оптимальном своем состоянии. Бодро, весело, энергично. И все. Даже результат не важен. Процесс важен. Это то же самое, что ты, я не знаю, отжимаешься пола, или бежишь кросс, или спаррингуешься, или бьешь по мешку, или по лапам. Вот и все. Сделай это. Это просто такое упражнение. Оно интересное, оно такое оригинальное, не так часто встречается. Но чем чаще вы это делаете, тем, соответственно, вам становится спокойнее, вы делаете это проще. Так, комментарий по подходящему сзади. Оглянулся на шум через плечо и пробил назад. Бэкфист, локоть или уширу, в зависимости от дистанции. Ну да, в общем, попроще, конечно, не разворачиваться на 180, на 360. А на 180 гораздо проще, да. Костя Корнеенко, бутылка вообще крутит, утяжелитель для рук. Устал бить, можно и голень набить. Пум-пум-пум-пум. Под видео «Кто ты по жизни?» правильно базарить. Продолжаются комментарии. Народ смотрит это видео прям с таким упорством. Пишет Алан Г. Баубайгутин. После плевка. Выключил, поржал. Ох, дурные. Я даже ответил на этот комментарий. Ты все кино так всерьез воспринимаешь. Там была имитация плевка, не по-настоящему. Это не взаправду, понарошку. Мы не плюемся в зале. Ох, дурные. Ну, то есть люди смотрят и воспринимают это как, ну, типа так реально плюнул. Вот дурак. Нет, конечно. Мы не плюемся в спортивном зале, и где мы живем и обитаем. Это была... Блин, ну это была шутка, что ли, такая. Как это вот объяснить? Кино, блин. Мы пытались изобразить этих отморозков. Народ иногда просто никакого чувства юмора. Абсолютно. Так, Лукьянова Юлия написала имейл. Хорошо. Угу. Тоже комментариев что-то не очень много, или я так быстро отвечаю. Пишите комментарии, друзья. Пишите комментарии. А сейчас осталось у нас 8 минут, и скоро выйдет премьера моего фильма «Удар с разворота». Так, отключаю здесь. Потихоньку я с вами буду прощаться тогда, други. Прям потихонечку заканчиваем мою беседу. Насчет видео, пришел к идее, что видео буду выпускать тоже 2 раза в неделю. В воскресенье, ну как сегодня, примерно такое же время. Да и, наверное, также вторник, чтобы мы могли поговорить сразу в эти дни в прямом эфире. И либо обсудить предстоящее видео, либо обсудить, которое уже прошло в этот же день. Понимаете? То есть, ну, как бы двух зайцев будем сразу того это самое приканчивать. Окей?
Так, самооборона. Здесь тоже закрыл. Ага, сейчас. Последнее, что хотел бы вам, друзья, написать. Опять же, я приглашаю вас в свои социальные сети. Если вы потеряли себе какие-то вопросы, или вы не знаете, как мне, как меня поддержать. Да, донатом там или как-то еще. То вот, пожалуйста, заходим. Вот вам моя карта, кстати говоря, Сбербанка. Киньте денежку сколько можете, вот сколько по кайфу просто, да? Ну, сколько можете. В любом случае, это будет для меня приятно, полезно. Санек Бест. Кино ни о чем. Не стоит в нем искать смысл, особенно с выбором стороны, в которую нужно пойти. Санек Бест, ты про кино какое? Про «Любовь и голуби»? Ну, я нашел в нем смысл даже не один, как бы. Мне этот фильм понравился. Я делюсь этим. Если ты про этот фильм, ну что ж, ну, ты не нашел смысл. Ну, ничего страшного. Про выбор стороны не понял, в которую нужно пойти. Артем Колесников, добрый день. А что за фильм на обложке ролика используется? Фильм называется «Любовь и монстры». Свежий фильм, который на Оскаре. Вот, на свежем Оскаре он там что-то получил. Фильм хороший, приключенческий, для семейного просмотра. Шикарный с точки зрения именно боевого кино и становления характера. Характера смелого, отважного. Там молодой человек превращается в мужчину. Из мальчика в мужчину становится, так сказать, матерым. Ну, в то же время не теряет своей какой-то непосредственности, восприятия мира, любознательности. В общем, хороший фильм. Хороший, добрый фильм. Рекомендую. И там в чатике я кинул даже ссылку на... Ну, давайте, Любовь, еще раз кину. Мне не сложно, ребят. Вот здесь вот. Просто рекомендую. Если кому-то не понравился, ну тут Гедеон уже сказал, нет, не понравится ему этот фильм. Санек Бест, ну, не понравился. На вкус и цвет товарища нет, понимаете? Люди разные. Кому-то что-то нравится, кому-то что-то не нравится. Я же навязывать никому не собираюсь, потому что, ну, это бесполезно, глупо. И поэтому... В любом случае, спасибо за ваше мнение. Так, гражданин сам, может, его базаром задавили, испугался чего-то, кроме мордобоя, знающие дядьки могут на базаре далеко везти, на Бадарге далеко везти. Это тоже вопрос самообороны. Конечно. Взять бодибилдинг, просто накачались и думают, что они теперь будут, ну, отпугивать этим самым. А внутри остались такими же неуверенными людьми. Поэтому самооборона это вопрос комплексный. Это и знание физического насилия, да, как уничтожить противника, но в то же время это и знание психологии, и знание основ общения. Вот и все. Как собой управлять, как управлять собеседником. То есть это вот все это входит в самооборону. В нормальную такую. Вот вам и весь стиль. Социальный страх, да, это емко. Ну, боязнь осуждения обществом. Блин, капец, самый страшный страх, наверное, для человека. Просто ужас. Потому что мы как эти стадные, мы племя, стая. А что скажут сородичи? Вдруг нас выгонят из племени. Ведь раньше много-много-много лет это считалось самым страшным наказанием. Но когда тебя выгоняли из племени, это ужас. Ты один, одиночка. Среди этого мира, блин, полный угроз. Поэтому так это и осталось где-то на уровне вот подкорки. Это социальный страх. Так что так, гражданин сам. Вот так. Санек Бест. Упражнение за титул требует выжимания максимума из своих возможностей на не рядовое мероприятие. Да согласен, что не рядовое, конечно. Но это сильно снижает стресс. Понимаете? Если делать это какой-то культ, то есть ты спортсмен, и соревнования для тебя это супер-пупер важный момент, то на это можно перегореть просто. Дальше, когда ты прошел эти соревнования, это же не одни соревнования, первые и последние. Это же целый ряд соревнований. Поэтому, если ты будешь на эти соревнования так, ну, сильно прям вот гореть, то что дальше? Ну, я прошел, я достиг. Начинается такое опустошение. Ну, вы понимаете, о чем я говорю, да? Когда что-то достигаешь, возникает такое состояние, как будто, ну, это все, что ли? Это вот как прыжок с гаража в снег. Все, я это сделал. Вот и что дальше? Ну и зачем? Поэтому процесс. Есть цель, да, но самое главное, это как бы процесс и как ты меняешься во время движения к цели. Вот это гораздо интереснее, потому что соревнование, оно не первое, не последнее. Так, Санек Бест, он там вышел из бункера,
Да, и пошел к любимой, куда глаза глядят. Да, все правильно, Санек Бест, ты это кино смотрел. Терл кино описал со всей его безумностью. Терл это кто? Почитал бы, почитал бы. Терл. Александр Лукьянов, пожалуй, психология даже важнее. Часто встречающаяся такая, ну, вещь, то, что мы хотим всего и сразу от какой-то части целого, понимаете? Мы такие думаем, ага, важнее всего психология, нужно развивать свою психику, нужно стать уверенным. Да нет, друзья, все важно, все важно. И одно без другого не существует. Поэтому психология важна, да, но она сама по себе без действия, без практики, без каких-то четких навыков и умений, она тоже бесплодная. Поэтому все важно. Ты что такое психология? Давайте об этом, наверное, обсудим во вторник вечером. Про психологию, как вы ее понимаете, как я ее понимаю. Окей? А на сегодня тогда, друзья, прощаемся. Сейчас прямо по ссылочке, которую я вам дал на видосик, смотрим кино про удар с разворота. Ставим там лайки, пишем там комментарии. А за сим, друзья, прощаюсь с вами. Максим Викторович на связи. Все, чао-чао.